Дарью Трепову обвиняют в убийстве Владлена Татарского и отправляют надолго в колонию. Йеменские хуситы вступили в бой с американскими военными кораблями и смертная казнь за самое массовое убийство в Японии. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. На борту Ил-76, упавшего в Белгородской области, были высшие военно-политические чины РФ. Їхні прізвища відомі і будуть названі, де матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Кто стоит за протестами фермеров в Европе и кого протестующие винят во всех своих бедах? Я думаю, что худшие враги фермеров находятся в этом правительстве. В Польше упрощают законодательство об абортах и контрацепции после долгих годов протестов. На сегодняшней встрече речь шла о завершении работы на правительственном уровне над так называемой таблеткой «День после». Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии под видео, под любыми нашими видео. И не забывайте подписываться на канал, это очень важно, тогда YouTube понимает, что можно показывать это и другие наши видео как можно большему количеству людей. Поехали. В колонию на 27 лет отправится Дарья Трепова, которая обвинялась в убийстве Владлена Татарского. Якобы она устроила взрыв в кафе в Петербурге, где у него как раз был так называемый творческий вечер. Процесс сегодня завершился известным уже результатом. Предположу, что мы этот приговор, конечно же, обжалуем, поскольку считаем его незаконным, необоснованным. Скажем так, со всех сторон, поскольку, наверное, это самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного правосудия. На мой взгляд, для этого не было никаких оснований, даже если гипотетически предположить, что Дарья виновна в том, в чем ее обвиняют. Хотя мы с этим не соглашались. Последовательно свою позицию излагали в ходе предварительного расследования, в ходе судебного следствия, в ходе судебных прений, в ходе последнего слова. Еще за решетку суд отправил Дмитрия Косинцева. Он признан виновным в укрывательстве Треповой и получил 1 год и 9 месяцев общего режима. Немножко полегче. В украинской разведке говорят, что на борту упавшего Ил-76 были представители российского военно-політичного руководства. Так відомо, зокрема, що на борту справді мали знаходитись декілька ВІПів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Але в останній момент їхні прізвища відомі і будуть названі, де матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Також відомо, що представники російського МНС, які приїхали на місце подій, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовими. І їм не дали можливість здійснити згідно протоколу огляд місця і локалізацію цієї трощі. Ці і інші факти вказують на можливість зумисних дій держави-агресора. Ранее в ГУР заявляли, что им не сообщили, как именно Россия доставит заключенных к месту передачи, а также, что в отличие от предыдущих обменов, Украину не просили обеспечить безопасность воздушного пространства вокруг Белгорода. Со стороны России сейчас начинает звучать заявление о том, что они такие всех предупредили. Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. И за 15 минут до выхода самолета в зону им была передана полная информация, которую они получили и подтвердили ее получение в лице Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. Что было дальше, вы все прекрасно знаете. В условиях современной системы управления получением этой информации должна была пройти команда «Воздух-стоп» на определенные секторы, и дальше все было бы нормально. Естественно, этого не прозвучало. Вместо этого пошла команда на открытие огня, и был сбит самолет с нашим экипажем и с их солдатами. Эта история продолжает обрастать подробностями, а мы с вами будем за ней внимательно следить. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала депортацию России украинских детей геноцидом. Об этом в своем телеграм сообщил народный депутат и глава комитета Парламентской ассамблеи по миграции Алексей Гончаренко.
Важный документ, который является еще одним шагом к наказанию и наступлению ответственности за преступления россиян против украинцев. Похищение наших детей, незаконный вывоз, а также усыновление в российские семьи – это принудительное уничтожение украинской идентичности. Кроме этого, декларация призывает страны-члены, в которых находятся украинские беженцы с детьми, и в дальнейшем продолжить обеспечивать их помощью. Стало понятно, кто стоит за протестами европейских фермеров, по крайней мере французских, или хочет создать такое впечатление. Лидер ультраправой оппозиции Марин Ле Пен заявляет, что французское правительство не на стороне фермеров, и оно не может предложить решение их проблем. Я думаю, что худшие враги фермеров находятся в этом правительстве, с его почтением к наиболее радикальным элементам политики зеленых, целью которых является запланированное исчезновение всей экономической деятельности человека. Вот так. Большая часть агрессии протестующих направлена на Евросоюз. Но, как мы говорили в предыдущих выпусках, в других странах, к примеру, в Румынии, от лица протестующих с властью договаривались люди, не имеющие к фермерам никакого отношения. Йеменские хути заявляют, что они нанесли удар баллистическими ракетами по нескольким американским военным кораблям в Аденском заливе, когда те защищали свои коммерческие суда. В ходе более чем двухчасовых столкновений йеменские вооруженные силы применили несколько баллистических ракет. Вооруженные силы Йемена продолжают свои военные операции, обеспечивая блокаду израильского судоходства в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока в Газе не будет достигнуто прекращение огня и снята блокада. В ответ Соединенные Штаты Америки вводят санкции против ключевых спонсоров йеменских хути. Постоянные террористические атаки хуситов на торговые суда и их гражданские экипажи, законно проходящие через Красное море и Аденский залив, угрожают нарушить международные цепочки поставок и свободу судоходства, что имеет решающее значение для глобальной безопасности, стабильности и процветания. Санкции введены против 4 человек, которые поддерживали нападение боевиков на коммерческие суда в Красном море и захват заложников. В Польше упростят законодательство об абортах. Премьер-министр страны взялся за борьбу с одной из самых сложных проблем, во всяком случае, такой, которая вызывала очень много споров и протестов. На сегодняшней встрече речь шла о завершении работы на правительственном уровне над так называемой таблеткой «День после». Работа над этим вопросом завершена, проект будет направлен в парламент. И, чтобы развеять все сомнения и возможные недоразумения, мы говорим о доступе без рецепта для тех, кто заинтересован в этом с 15 лет и старше. Для этой группы экстренная контрацепция будет доступна без рецепта. Кабинет министров Польши одобрил законопроект о введении экстренной контрацепции без рецепта, отменив ограничения, введенные предыдущим правительством в 2017 году. К тому же Дональд Туск сообщил, что его партия «Гражданская платформа» уже подготовила законопроект, разрешающий аборты на сроках до 12 недель. Его внесут в парламент в самое ближайшее время. Главной целью предстоящего саммита Европейского Союза будет достижение согласия на выделение помощи Украине. Олаф Шольц сказал об этом журналистам во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Берлине. Он надеется найти решение со всеми странами-членами Союза. Фицо подчеркнул, что Словакия согласится с таким планом и не будет препятствовать, хотя и не верит, что конфликт может быть решен военным путем. Мы также используем наши сегодняшние переговоры для подготовки к следующему заседанию Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе. Цель – принятие решения о финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. Вы знаете ситуацию. Наша цель – достичь совместного соглашения между всеми странами ЕС в рамках пересмотра финансовых рамок ЕС, чтобы 50 миллиардов евро в виде кредитов и грантов были надежно доступны Киеву в течение следующих 4 лет. К тому же Германия и сама готовится к своей обороне. Об этом говорит генерал-лейтенант Андре Бодеман в интервью Deutsche Welle. Впервые со времен Холодной войны Берлин готовит комплексный план обороны на фоне российского вторжения в Украину.
Такое планирование оборонное, и направлено оно на сдерживание агрессии, говорит немецкий генерал. К смертной казни за поджог аниме-студии приговорили 45-летнего Синдзи Аобу в Японии. Об этом пишет Japan Times. Подсудимый говорил, что студия украла его идеи после того, как отказала в их реализации. Никаких доказательств этому, правда, он не предоставил. Все это случилось в 2019-м, тогда 36 человек погибли и еще 32 пострадали. Защита просила более мягкий приговор, ведь мужчина находился в невменяемом состоянии, но суд был непреклонен. Пожар в студии Kyoto Animation – одно из самых массовых убийств в Японии. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте оставлять комментарии, не забывайте ставить лайки под нашими видео, не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно и совсем не сложно. На этом у меня все. До встречи. Хороших вам новостей.